Привет! Меня зовут Лена. Я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП-версию популярного сейчас торта «Молочная девочка». Он знаменит своими нежно-молочными коржами на сгущенном молоке. Именно такие коржи я сделала в своей версии этого торта. В моем рецепте сегодня только самые простые и полезные ингредиенты, а тортик получается невероятно молочным и нежным. Да, и еще обычно каждый корж для этого торта выпекается отдельно, и вам может показаться, что это очень сложный в приготовлении торт. Но это не так. Я покажу вам максимально простой способ сделать молочную девочку многослойной. Начнем с приготовления коржей. Для начала я смешаю сухие ингредиенты. Здесь 40 грамм рисовой муки. Можно также использовать кукурузную. Я взяла рисовую, чтобы коржи были совсем светлыми. Добавляем к муке 60 грамм сухого молока для максимально молочного вкуса. Количество сухого молока можно снизить и в коржах, и в креме, если вы желаете сделать калорийность еще ниже. Но вкус торта будет менее молочным. Далее добавляем 5 грамм кукурузного крахмала, 10 грамм подсластителя и 1 чайную ложку разрыхлителя. Можно взять цельное сухое молоко, тогда в торте добавится количество жиров и снизится количество углеводов. А можно выбрать обезжиренное. По вкусу оба варианта очень хороши. Теперь можно заняться яйцами. В этом рецепте обязательно нужно отдельно взбить белки. Отделяем желтки от белков над отдельной емкостью и следим, чтобы ни грамма желтка не попало к белкам. Белки перекладываем в чашу для взбивания, желтки отдельно. Теперь добавляем к белкам 2 грамма лимонной кислоты и 2 грамма соли. К желткам добавляем 110 грамм кефира и 1 чайную ложку соды. Всыпаем прямо в кефир и слегка помешиваем. Теперь можно начинать взбивать белки. Взбиваем до такого состояния, когда белки становятся неподвижны при перевороте чаши, и сразу останавливаемся, чтобы не перевзбить. В таком случае белковая пена получается мягкая и легко перемешивается с остальными ингредиентами. Смешиваем желтки с кефиром и содой, и сюда же добавляем все сухие ингредиенты. Тщательно перемешиваем. Теперь нужно смешать желтковую и белковую массу. Для этого небольшое количество белков соединяем с желтками. Аккуратно перемешиваем, стараясь не повредить структуру белков. И также аккуратно соединяем обе массы целиком. Теперь выкладываем тесто на противни и распределяем тонким слоем. Получается примерно 2,5 противня. В принципе, вы можете все распределить на 2 противня. В таком случае коржи получатся немного потолще. Выпекаем 2 противня 15 минут при 170 градусах Цельсия. В середине выпекания я меняю коржи местами в духовке, чтобы они были равномерного цвета и оставались светлыми. Коржи готовы. Один корж перекладываем на второй. Это очень легко сделать с помощью силиконового коврика. И теперь можно выложить оставшееся тесто на свободный противень. Также выпекаем не более 15 минут. И я расскажу вам простую технологию, как сделать много коржей. Вырезаем их по диаметру формы, в которой будем собирать торт. У меня это 16 сантиметров. Очень здорово, если у вас на противень входит сразу 4 круга нужного диаметра. У меня входит 2 полностью, а 2 частично. Но это не беда. Я просто вырежу недостающую часть круга из свободной части коржа. В таком многослойном торте совершенно незаметно, цельные коржи или нет. Но такой способ выпекания и нарезания существенно экономит ваше время по сравнению с отдельным выпеканием каждого коржа. Итак, из этого количества получилось 9 коржей. Убираем их в холодильник, а пока приготовим крем. Для крема нам понадобится 1200 мл молока и 250 мл кефира. Соединяем их в ковшике и тщательно размешиваем.
А затем отправляем на плиту. В процессе закипания помешивать не нужно. Вот что должно получиться. При нагревании молоко разделилось на творог и сыворотку. Причем творог остается единым сгустком, и его легко достать ложкой. В этом рецепте именно такой домашний творог идеален, потому что имеет очень мягкий молочный вкус и подходящую консистенцию. А для того, чтобы полностью слить сыворотку, нужно переложить творог на сито с марлей. Кстати, на такой сыворотке можно приготовить блинчики, а можно ее просто выпить, это полезно. Я люблю пить охлажденную сыворотку, смешанную с соком цитрусовых. И отдельно приготовим заварной молочный крем. Для этого нам понадобится 630 грамм молока. Примерно треть молока переливаем в блендер. Добавляем к нему 45 грамм крахмала, 90 грамм сухого молока и 10 грамм подсластителя. Все это смешиваем в блендере до исчезновения комочков. Оставшееся молоко в ковшике доводим до кипения. И в горячее молоко вливаем молочную смесь с крахмалом, тщательно помешивая. Снова отправляем ковшик на плиту и увариваем крем до загустения. Вот такой густой молочный крем должен получиться. Теперь нужно соединить его с творогом. Сыворотка уже стекла, но если творог сейчас добавить в крем, то останутся комочки. Поэтому для однородной консистенции лучше пробить его блендером или перетереть через сито. У меня творог довольно плотный и трудно пробивается, поэтому добавлю немного молочного крема и процесс пойдет быстрее. Еще немного измельчаем до однородной консистенции и соединяем обе массы. Вот он, идеальный молочный крем. Очень мягкий, нежный, с насыщенным молочным вкусом. Теперь можно собирать торт. Форма стоит на подложке. Внутри нее проложена ацетатная лента для удобства извлечения. Немного крема наносим на подложку для того, чтобы зафиксировать торт. И кладем первый корж. Если у вас есть не целые коржи, как у меня, то первым и последним точно должны быть целые. Примерно 90-100 грамм крема выкладываем на корж и распределяем. И следующий корж. Вот как раз у меня этот корж состоит из двух частей. И нужно постараться уложить его максимально ровно, так, чтобы это не сказалось на разрезе. Слой крема и следующий корж. И снова крем. И так 9 раз. Вот последний 9-й корж, его я тоже покрываю кремом, чтобы он хорошо пропитался. Укрываем торт пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 5-8 часов для идеальной пропитки. И сразу подготовим покрытие для торта. Для этого я буду отвешивать рикотту на сито, чтобы избавить ее от возможной лишней жидкости. 250 грамм рикотты. Такой крем на покрытие я уже делала для торта Рафаэлло. Возможно, вы уже видели этот способ. Укрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник так же, как и торт, на 5-8 часов. Ну вот, время прошло, рикотта готова. Добавляем 5 грамм подсластителя и тщательно перемешиваем, можно просто лопаткой. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Наш торт хорошо пропитался. Снимаем форму и ацетатную ленту. Вот такой ровный, аккуратный тортик. Теперь нужно покрыть его кремом. Для этого по кругу, начиная с нижнего, наносим слой за слоем. И покрываем верхушку. Разровняем верхний слой. И боковую поверхность. Снова сверху и снова сбоку. И так несколько раз, пока не добьемся ровной цилиндрической формы.
Можно приступать к украшению. У меня это свежая клубника, ПП конфетки, их рецепт уже есть на моем канале, миндаль и веточки розмарина. Расставляю конфетки, сначала беру крупные, затем остальные. А дальше клубника. Дополняем декор орешками. И завершаем яркими веточками розмарина. Они сразу оживляют торт и придают яркости. Вот такой красивый и вкусный тортик у нас получился. Давайте разрежем его. Он очень нежный, очень мягкий, нож просто проваливается. Посмотрите на этот кусочек, он прямо пружинит. Воздушные коржи и мягкий крем очень хорошо пропитались. Это просто кусочек молочного удовольствия, который тает во рту.